Восстание Шейса. Восстание Шейса было вооруженным восстанием ветеранов войны за независимость США и мелких фермеров. Восстание произошло в центральном и западном Массачусетсе, в основном в Спрингфилде с 1786 года по 1787 год. Повстанцы, возглавляемые Дэниелом Шейсом, протестовали против огромных долгов, нарушений гражданских прав со стороны правительства, экономической несправедливости, несправедливого судопроизводства. Восстание было подавлено, правительство оказалось не в состоянии финансировать войска для подавления восстания, и в результате оно было подавлено ополчением штата Массачусетс и местной милиции. Существует широко распространенное мнение, которое состоит в том, что восстание оказало сильное влияние на Конституцию. Среди ученых до сих пор ведутся споры относительно влияния восстания на Конституцию и ее ратификацию. Долговая проблема, возникшая в то время в США, привела к тому, что все больше мелких фермеров были вынуждены продавать свою землю по искусственно заниженным ценам. Все больше и больше их оставшегося имущества было конфисковано, и все больше и больше людей оказались в долговой яме. Плюс, согласно закону 1780 года, чтобы баллотироваться в качестве кандидата, нужно было обладать большим состоянием, что лишало мелких фермеров возможности баллотироваться. Восстание было спровоцировано после того, как правительство Массачусетса собралось в 1786 году, но не смогло удовлетворить требования и решить проблемы мелких фермеров. Изначально мирные протестующие требовали, чтобы печатались бумажные деньги, чтобы можно было использовать их для погашения долгов. Военные инвесторы, у которых мелкие фермеры часто брали в долг, требовали выплаты долга золотом и серебром, но мелкие фермеры не владели золотом и серебром, и поэтому им приходилось отдавать свою землю и, следовательно, источник своего дохода бизнесменам. Были требования со стороны мелких фермеров, связанные с тем, чтобы суды, решающие вопросы должников, укомплектовывались персоналом не по назначению правительством, которое в свою очередь в основном представляло интересы финансово состоятельного меньшинства, а путем выборов народом. Мелкие фермеры и не только четко изложили свои требования в петиции, направленной в парламент. Протестующие заняли различные суды. Некоторые ополченцы, которые сочувствовали протестующим, не вмешивались в это. Протесты усилились, когда в сентябре 1786 года около 700 мелких фермеров во главе с Дэниелом Шейсом собрались в Спрингфилде и вынудили Верховный суд Массачусетса отложить слушание. Суд ранее предъявил обвинение нескольким участникам акции протеста, и должно было начаться новое судебное разбирательство. Протестующих вокруг Дэниела Шейса ждала армия из 900 солдат, однако участники акции протеста уклонились от солдат, и к протесту присоединились несколько местных жителей. В результате суд был отложен. По инициативе Сэмюэла Адамса впоследствии был принят закон о беспорядках, который разрешал задерживать людей без решения суда. Зимой 1786 года между правительственными войсками и повстанцами вспыхнули открытые бои. Повстанцы были в меньшинстве по численности вооружений. После нескольких стычек Шейс и его люди потерпели поражение 2 февраля 1787 года. Восстание повлияло на правительство, отныне были сокращены судебные издержки, кроме того, оборудование, такое как инструменты, которые использовались мелкими фермерами для выполнения своей работы, было исключено из процедуры взыскания долгов. Восстание Шейса оказало влияние на Конституцию Соединенных Штатов, хотя на этот счет ведутся споры. В отдельных штатах сложилось мнение, что национальная конституция необходима для защиты отдельных штатов от актов насилия внутри страны и за рубежом, и что центральное правительство должно иметь постоянную армию. 4000 человек подписали признание в участии в восстании в обмен на амнистию. Нескольким сотням участников в конечном итоге были предъявлены обвинения, связанные с мятежом, но большинство из них были помилованы в рамках общей амнистии, которая исключала лишь нескольких зачинщиков.
Большинство из них приговоры были смягчены или отменены по апелляции, или большинство было помиловано. 18 человек были осуждены и приговорены к смертной казни. 6 приговорили к смертной казни, но в итоге помиловали в 1788 году. 6 был очернен бостонской прессой, которая изобразила его анархистом, выступающим против правительства. Позже он переехал в другой штат, жил в бедности, умер в 1825 году.